Подумаешь, станция. Повесили на курятник спасательный круг, вот и вообразили, что станция. Станция. 3 разбитые лоханки. Терпеть не могу, когда люди из себя что-то выстраивают. Написали бы просто прокат лодок. Скромно и по существу. А то станция. Не знаю, что мы Коле скажем. А при чем здесь мы? Мы не виноваты, а если Коля будет выговаривать, мы ему прямо скажем: Коля, надо быть объективным. В жизни не бывает без происшествий. Без них жизнь была бы неинтересной. Без кого без них? Без происшествий. Вот никакого у тебя чувства ответственности. Чувство, ответственность. Красивые слова, фразеология. Каждый отвечает за себя. Охи, вздохи. Славка, Славка, когда ты, наконец, станешь настоящим пионером? Идут. Впереди Миша, за ним... Нет, не Коля. Мальчишка какой-то. Коровин. Честное слово, Коровин, беспризорник бывший. И мешки на плечах тащит. Книги, наверное. Только ты в разговор не вмешивайся. Я сам все объясню, а то ты испортишь. А я, будь здоров, сумею. Тем более Коля не приехал. А Миша что? Помощник пионер-вожатого. Смерть как надоел со своим воспитанием. Здрасте. Привет. Здравствуй. А почему вы здесь? Рыбу ловим. Книги? Книги. А где Коля? Коля приедет завтра. Его назначили директором их колонии. А, вон на что. А кого пришлют вместо него? Никого. Коммуна будет здесь рядом, в усадьбе. Выходит, ты будешь нами командовать? А тебе это не нравится? Мне это очень нравится. Но какой мы будем иметь авторитет в деревне? Колю ведь все уважали. Может, тебя тоже будут уважать. Мы с Коровиным тащили мешки от самой станции. Теперь понесите вы. Пошли. Ну, понимаешь, Миш, вчера Игорь Сева... Ах, да, вот, только хотел сказать. А ты, Славка, вперед вылез. Вечно ты вперед вылезаешь. Понимаешь, Миша, какое дело? Такое дело, как бы тебе сказать. Чего ты тянешь? Тянет. Чтобы, как бы... Сейчас. Так вот, Игорь и Сева убежали. Куда убежали? Фашистов бить. Каких фашистов? Итальянских, Муссолини и прочих. Глупости ты болтаешь. Ничего, не глупости. Ребята, до свидания. Мы уезжаем бить фашистов. Игорь Сева. Чепуха какая-то. Когда это случилось? Вчера, то есть сегодня. Вчера они легли спать вместе со всеми, а сегодня просыпаемся, их нет. Только вот эта записка. Мне, правда, еще вчера они показались подозрительными. Вздумали ботинки чистить. Никакого праздника нет, а они ботинки чистить. Смешно. Где вы их искали? Всюду. В лесу, в деревне. Может, они с жиганами связались? У нас как кто-нибудь убежит, значит, ищи жигана поблизости. Он подбил. И обязательно в Крым бегут. Сейчас все в Крым бегут. Какие жиганы? Какой Крым? Просто 2 дурака разыгрывают 2 других дураков. Пошли в лагерь. В усадьбе раньше жил помещик, граф Карагаев. А после революции он удрал за границу и все с собой увез. А дом, конечно, оставил. Тут теперь живет старуха одна. Родственница графа или приживалка. Она усадьбу охраняет. Никого туда не пускает. И вас не пустит. Как не пустят? А вот так. Усадьба-то государственная. Вот именно. Правда, у графини охранная грамота на дом, как на историческую ценность. Не то Елизавета, не то Екатерина II там жила. Ну ты сам-то пойми, если будут пустовать все дома, где когда-то веселились цари и царицы, то где же, спрашивается, люди-то будут жить? А в усадьбе ничего нет. Там только дом один пустует. Инвентаря никакого, ни живого, ни мертвого. Ничего, устроимся. А ты думаешь, брат Коровин обрадуется вашей коммуне? А, здесь такие мужики, которых, может быть, нигде нет. Ты не представляешь, что они вытворяют. А что? А вот мы приехали сюда, чтобы организовать пионерский отряд. А против нас несознательных родителей. Не пускают ребят в отряд, понимаешь? Даем спектакль, битком набито. А после спектакля объявляем собрание, все разбегаются. Дело известное. Ой.
Давай. А сами ребята какие? Деревенские. Попробуй поработай с ними. Сколько у них предрассудков, о леших, чертях. Трудно, значит. Нелегко. Но раз взялись организовать, значит, должны организовать. Книжечки им везем, спектакли даем, в ликбезе работаем, ликвидируем неграмотность. В деревне уже сплетничают, что пионеры разбегаются. Ну и боятся отпускать ребят в отряд. Вот что могут наделать два безответственных типа. Красиво. Хозяйство. Вот что важно. Ты же видишь, что осталось от хозяйства. Здравствуйте. Все в порядке. Письмо краснофлотцам отправили. Занятия в ликбезе провели. Пришло 8 человек вместо 12. Ну а насчет Игоря и Севы, они, наверное, тебе уже рассказали. Они убежали из-за Генки. Что ты врешь, бяшка несчастная? Тоже мне борец за справедливость. Рассказывай, Бяшка. Я расскажу всю правду. Мне незачем прибавлять и обманывать. Когда мы легли спать, это было после спектакля «Смерть фашизму», Игорь и Сева сказали, что нужно не спектакли ставить, а фашистов громить, чтобы они коммунистов не убивали. Тогда Генка над ними засмеялся. Поезжайте, поезжайте бить фашистов, а мы посмотрим. Игорь, конечно, рассердился и сказал: захотим и поедем. Тогда Генка говорит: захотите, захотите. Вот такой был разговор. А утром Генка проснулся и спрашивает их: вы еще здесь? А я думал, вы убежали фашистов бить. И так каждое утро. Как проснется, так и спрашивает их: вы сколько сегодня фашистов побили? Так их задразнил, что они в конце-то концов и убежали. А врать мне незачем. Я никогда не... Генка, это правда? Правда, правда. 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 Он все время дразнится. Генка, это правда? Я их немного подразнил. Пошутить нельзя. Смешно, честное слово. Ах, смешно! Ладно, прочешем лес. Ты со своим звеном со стороны деревни. Звено Славки от реки. Звено Зины из парка. Я буду здесь в усадьбе с Коровиным. А Кит останется готовить ужин. Кита нельзя одного оставлять. Все слопает. Пусть только попробует. Сначала проверим, дома ли хозяйка. Видишь? Вижу. Орел. Какой же это орел? Видал я на Волге орлов. Орлы бывают разные. На Волге одни, здесь другие. А теперь смотри внимательно. Видишь за птицей ставни? Они открыты. Вижу. Ну вот, когда ставни открыты, то значит графиня дома. Как только она уезжает, она закрывает ставни, а приезжает, снова открывает. Только никому не рассказывай. А мне и ни к чему. Все равно мы дом отберем. Ребят 200 можно будет разместить, а она одна живет. Разве правильно? Конечно, неправильно.
Сердце захолонуло. Я не могу понять, куда они убежали. В Москву, к своим мамашам. Лагерь пока бросать нельзя. Попались бы они мне сейчас. Ух. Может, их кто-нибудь видел в деревне? И обязательно надо съездить в Москву. Тем более, что продукты кончаются. Продуктов осталось совсем мало. Едва хватит на завтрашний день. Ты не суди по собственному аппетиту. Можете сами проверить. Масла почти совсем нету. Сухарей тоже. Круп тоже. Завтра Генка и Бяшка поедут в Москву. И привезут продукты. Все Генка и Генка. Думаешь, приятно выпрашивать у родителей продукты? Те не дают, те не приготовили. Клянчишь, клянчишь. Зато у тебя есть опыт. Ух. Да уж будь здоров. Найти бы нам богатых шефов. Подкормились бы. Какую-нибудь колбасную или кондитерскую. Любишь, Кит, колбаску? Жареную, когда она на сковородке. Генка, родителям Игоря и Севы ничего не говори. А постарайся выяснить, не приезжали ли они в Москву. Не беспокойся. Зинка. Так безразлично и скажу. Ваш Игорь собирается приехать домой за книгами. Если он уже в Москве, то мать скажет, он уже вернулся. Тогда я скажу, да, значит, он меня опередил. А потом спрошу, а где он? Она скажет, играет на заднем дворе. Я тогда же вежливо попрощаюсь, выйду на задний двор и закачу этому Игорю такую плюху, что он подскачет до 4-го этажа. Драться, пожалуй, не следует. Драться, конечно, не надо, но проучить их придется. Предупреждаю, если Генка заставит меня таскать мешок, а сам будет размахивать своим портфелем, я все брошу и уеду. Прямо заявляю. Когда я заставлял тебя одного таскать? Всегда. Ты, жердяй? Я? А вы кого ждали? Никого. На деревне говорят, что у вас 2 пионера пропали. Ничего, найдутся. Не скажи. Если на Голыгинскую гать забредут, могут и не вернуться. Что за гать такая? Гать-то? Дорога из хвороста. А строится обычно на болоте. Что ты этим хочешь сказать? А то, что если попали туда ваши ребята, так могут и не вернуться. Утонут? Нет, утонуть не утонут, а увидят старого графа и помрут. Ха. Чего ты тут басни рассказываешь? Не надоело тебе выдумывать? Ничего я не выдумываю, все истинная правда. Старики рассказывают. Там граф с сыном закопанный прямо на гате.
Царица приезжала сюда давно еще, до Наполеона. Вот царица приехала и казнила графа с сыном. А хоронить не позволила. Велела прямо в грязь закопать. На самой гате, чтоб все по ним ездили. Так они там, закопанные, и лежат. А ребята наши при чем? Вот слушай. Значит, старый граф с сыном там. Только не похоронены они, как полагается. Вот и томятся их души. Никак не попадут ни в рай, ни в ад. Ох и умора ты. Дай послушать, что человек говорит. Томятся, значит, их душеньки. Так и стонут под гатью. Так и стонут. Я сам туда ходил, слышал. Старый граф этак глухо стонет. Постонет и перестанет, постонет и перестанет. А молодой громко точно плачет. Ей-богу. Страшно. Страшно. Да тихо ты! А в самую глухую полночь старый граф выходит на гать. Старый, борода до колен, белый, весь седой. Выходит и ждет. Увидит прохожего человека и говорит ему: «Поди, — говорит, — к царице и скажи, пусть, мол, похоронят нас по христианскому обычаю. Сделай милость, сходи». Так это слезно просит, жалобно. А потом кланяется. А вместо шапки снимает голову. Держит ее в руке и кланяется. Стоит без головы и кланяется. Тут кто хошь испугается. С места не сдвинешься со страху. А старый граф держит голову в руке и идет прямо на тебя. А прохожему главное что? Главное на месте выстоять. Ежели выстоишь на месте, так он подойдет тебе вплотную и сгинет. А ежели побежишь, так тут и упадешь замертво. Упадешь замертво, а старый граф тебя под гать и утащит. А за что их казнили? Кто их знает? Кто говорит за измену, а кто говорит, клад золотой царский запрятали. Ха, ну, конечно, клад уж тут обязательно. Это про этих графов ты рассказывал? Про них. Который граф за границу убежал, так тому, что под гатью он внукам приходится. Сказки. Не говори. Старики рассказывают. Мало ли, что старики рассказывают. Теперь слушай. Завтра мы будем оборудовать клуб. Ты сходи в лес с ребятами, наруби еловых веток. Мы ими клуб украсим. Можно. А книжки принесете? Обязательно. Да. Скажи Тимофею, чтобы он тоже пришел. Поможет нам закончить сцену и скамейки. Придет. Как он не боится ходить по лесу ночью один? Чего бояться? Я ночью куда угодно пойду. Даже на эту дурацкую гать. Ты бы хоть этот дом обошел. Пожалуйста. Ты чего мотаешься под ногами? Я видела этого Степку волосатого, и птица взлетела.
Зябко, небось, купаться. Холодно. Ха. Тимофей, помните, вы обещали поработать с нами в клубе? Поработаем. Съезжу с Кузьминым на Халзин луг. Вернусь и поработаем. Не подведите. Зачем подводить? Разве можно подводить? Мы вас будем ждать в клубе. Хорошо. Почему вы не припасли елок для клуба? Пошли мы утром в лес. А он как заверещит, как застрекочет. Кто он? Известно, леший. Вы не смейтесь. Грешно смеяться. Дрова, хворост, грибы. Вы же не боитесь собирать? То другое дело. Тогда леший молчит, не сердится. А на клуб, видишь, не дает. Не позволяет. Ладно, обойдемся без лешего. А, пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные. А это что такое? Опять против Бога? Чего это вас так мало? Разбежались, что ли? В лагере остались. Ха, А если кто и заблудился, то сегодня найдем. знаем, разбежались. Кто куда, теперь не соберете. А ты и рад. А ты помалкивай, муха, ты мне плод подавай, слышь? А то голову оторву. Не брал твоего плота. Врешь, брал, вместе с жердяем утащили. Своего нет, так чужое воруйте, жулье несчастное. А что за плод? Плод у меня, а жердяй с мухой угнали. Угнали подлюги, не говорят куда. А почему ты думаешь, что это сделали они? Ха, кому же еще? Жердяй вор, а брата у Кузьмина убил. Убил? Какой брат? Какого Кузьмина? Разве ты не знаешь? Так ведь Тимофей, жердяев брат, Кузьмина убил. Кузьмина мужика нашего одного из револьвера застрелил. Там уж вся деревня была. И доктор приезжал, и милиция. Их уж в город давно увезли. Кузьмина мертвого и бандита этого, Тимофея. Когда это было? Где? А сегодня утром на Халзином лугу. Там Тимофей застрелил его и лодку куда-то спрятал. А еще активист называется. А где жердяй? Кто его знает, дома сидит. Небось, стыдно людям в глаза смотреть, вот и сидит дома. А вы и не знаете? Тоже мне пионеры юные, головы чугунные, пошли, Акимка. Это верно, он рассказал. Тимофея арестовали и в город увезли. На телеге. Может, они и спорили, не знаю. Только не мог Тимофей его убить. И незачем ему. И спорить им не из-за чего. И револьвера у него нету. Такая беда. Такая беда. Надо в город. Защищать его. Для защитников деньги нужны, а где их возьмешь? А милиционер ему ты убил? Не я. А кто же? Не знаю. А почему не знаешь? А потому мы с косы вернулись, я и пошел. А почему один пошел? А потому что Кузьмин на Халзан пошел. Что за Халзан такой? Речушка тут маленькая. Халзан. Ну и луг Халзин. А у нас 2 пионера пропали. А он и говорит милиционеру: не знаю, кто стрелял. А лодка где? Не знаю. А милиционер ему: ловок ты, брат, сочинять. Нет, чтобы разбираться. Я старался горбушками собирать. Если давали середину, я говорил: нельзя, нельзя. Плохая выпечка, может случиться заворот кишок. Сухофрукты. Для компота.
Немного муки. Ценная вещь, можно оладьи печь. Крупы немного. Нам этих круп хватит надолго, если ты не сожрешь их в сыром виде. А сахара-то не кусочка. Зато конфеты привез. Урожай хороший. Вот что значит Генка тебя посылать. Думаешь, легко? Некоторые родители вообще ничего не дали. У меня список есть, кто что дал. У нас все общее. Кто что дал, не имеет значения. Что ты узнал насчет Игоря и Севы? Приходим мы к Севиной маме. Она спрашивает, как там мой Сева? Я отвечаю, здоров, купается. Она спрашивает, когда он приедет? Я говорю, в ближайшие дни. Зачем? За книгами. Вот и хорошо, передайте ему привет. Мы попрощались и ушли. Так же приблизительно было и у Игоря. Приблизительно, да не так. Начинается борец за правду. А как было у Игоря? Рассказывай, рассказывай. Ну вот, приходим мы к Игорю, а там бабушка. Мама на работе. Ну, шепчет мне Генка, эту старушенцу мы вокруг пальца обведем. И начал. Здравствуйте, мы к Игорю. А бабушка отвечает. Игоря нет, он в лагере. Тогда Генка подмигивает ей глазом и говорит. Вы нас, бабушка, не бойтесь, мы тоже из лагеря сбежали. Бабушка хлопает на нас глазами, видно, ничего не понимает. Старушка сначала онемела, а потом как завопит. Батюшки, так значит и наш Игорючек с лагеря сбежал? Так как же это он? Да где же это он? Что теперь делать? Нужно скорее в милицию бежать. Генка, так ведь было? Ладно, ладно, рассказывай. Ну, тут, конечно, Генка перетрусил и стал говорить, что это он пошутил. Едва-едва старушку успокоили. Но хотя мы ее на время успокоили, она все равно всей Игоревой маме расскажет. Вот увидите. Значит, плот могли взять Игорь и Сева. А плыть они могли, только вниз по течению. Это точно. Надо достать лодку. Да ты знаешь, сколько лодочник заломит? Это чья? Кондратия Степаныча, Кто такой? художник. Он все время пьяный по деревне ходит. Ну, не все время пьяный. Как называется-то? Забыл. Он этот, монархист, что ли? Монархист? Нет, вроде. Анархист. Во-во, анархист. А он даст лодку? А кто его знает? Если пьяный будет, то слова не даст сказать. Если с похмелья, то вовсе выгонит. Ну, а если трезвый, то, может, и даст. Пойдем попросим. А завтра с утра поплывем. И ты с нами. А я зачем? Ведь поплывем мимо Халзена луга. Вдруг узнаем, кто убил Кузьмина. Тогда будет легче оправдать твоего брата. Мы к вам, Кондратий Степанович. Зачем? Пионеры. Да. А я кто? Вы? Художник? А по убеждениям? Не знаю. Не знаем. Анархист-максималист. Кондратий Степанович, вы дадите нам лодку на 2 дня? Анархисты-максималисты не признают власти. Советская власть
относимся нейтрально. В опыт не верим, но и не мешаем. Вот так. Вот так. А лодку дадите? Зачем? Нам нужно съездить в одно место. Анархисты имеют отрицательное отношение к собственности. Почему лодка моя? Говорят, ваша. Зря говорят. Привыкли к собственности. Все общее. Значит, нам можно взять лодку? Бери. Ключ проси. Тогда дайте нам ключ. Ключ? Трудное дело. Почему? Ключ – собственность личная. Ну и что же? Лодка – общественная собственность, пользуйтесь, а ключ – собственность личная. Могу не дать. Что же нам, замок взломать? В милицию заберут. Но ведь вы не признаете милиции? Мы не признаем, она нас признает. Мы бы вам заплатили, но у нас нет денег. Анархисты-максималисты не признают денежных знаков. Обмен это можно. Какой обмен? Я дам вам ключ, а вы мне дадите подряд на оформление клуба. Что за подряд? Ну, клуб вы устраиваете? Украсть вам его надо? Да. Ну вот, я вам его и оформлю. Но мы работаем бесплатно. Плохо. Труд должен вознаграждаться. Ведь анархисты не признают денег. Мой юный демагог, я рассказал не оплачиваться, я сказал вознаграждаться. Кондратий Степанович, вам ребята картошку прополют. Эксплуатация. А когда прополите, время не ждет. Как только вернемся. И насчет клуба подумайте. Я вам его так оформлю, вряд ли в Москве найдется. Весла. А где весла? Весла? Весла и уключены. Иначе как же мы на ней поплывем? Весла и уключены. В сарае. Интересно, что они увезли в лодке. Недаром эта несчастная лодочная станция оказалась мне подозрительной. Ничего подозрительного я не вижу. Мало ли, что людям надо было перевезти в лодке. Перевезти? Ага. В такую рань, чтобы никто не видел. А этот мироед Ерофеев со своим Сенькой примазались. Знаешь что, Миш, давай лучше высадим Слав. Зачем? Он всю дорогу будет сомневаться. Ничего особенного, ничего не выйдет, ничего не найдем. Так и будет конючить. Как по-твоему, жердяй? А я почем знаю? Смотрите, лодка вон там, за поворотом. Где? Вот она. Сейчас будет Халзин луг.
берегу. На Халзин-Луг смотрит. Чего ты дрожишь? Почему Тимофей не слышал выстрела? Ведь Кузьмина там убили. Да. Кто же угнал лодку Кузьмина? Я вам тропочку покажу. Если по этой тропочке идти, то как раз на Галыгинскую гать выйдешь. Далеко ли плывете, товарищи? А? Так, плывем. О, и жердяй с вами? Ха, знакомая лодка. Да, это лодка Кондратия Степановича. Так. Значит, Кондратия Степановича. Да, Кондратия Степановича. Интересно. А ведь Кондратий Степанович сегодня утром уехал на рыбалку. И на своей лодке. Я сам его видел. Я не знаю, кого вы видели, но Кондратий Степанович разрешил нам взять лодку. Так. Некрасиво. Некрасиво получается, а еще пионеры. Что вы нас стыдите? Что тут некрасивого? Лгать нехорошо. Нехорошо покрывать преступников. Ведь я знаю, чья это лодка. Чья же? Это лодка Кузьмина, которого вчера здесь вот убили. А убил его брат. Эту лодку милиция разыскивает. А вы ее прячете. Нехорошо. Нехорошо. Жердяй хочет брата выручить. А вам, пионерам, не к лицу. Придется, дорогие друзья, вернуться в деревню. Придется. Не имеете права. Подойди! Не трогай! Ты че толкаешься? Миша, Зашибу! убьет! Я прыгну! Прыгай! Жердяй, вперед! Быстрее! Быстрее! Я потом лезу! Все, удари! Греби! Вперед, ребята! А жердяйчик наш перепугался. Прям душа в пятки ушла. Вам-то что, уехали в Москву и все? А мне с матерью здесь оставаться. Ну и что? А то, что зарежут они нас, вот что. Так уж и зарежут. А ты думаешь, тут тебе не Москва. Зарежут и все, не первый случай. Все же, почему лодочник к нам пристал? Неужели он действительно думал, что мы на лодке убитого Кузьмина? У Кузьмина простая лодка, а у нас такой другой в деревне нет. Он боялся, что мы пойдем в лес и увидим этих парней и мешки. Вот чего он боялся. Недаром мне лодочная станция показалась такой подозрительной. И Кузьмина они убили, это уж определенно. Почему ты решил, что они убили Кузьмина? По лицу лодочника видно, что он убийца. Если хотите знать, с Игорем и Севой тоже что-то случилось.
потому что этот лодочник не хотел нас пропускать вперед. Следовательно, Игорь и Сева оказались свидетелями убийства, и парни их убили. Все может случиться в такое неспокойное время. Справа по борту шалаш. Вы двух мальчиков не видели на плоту? Глухие, что ли? Это же Непманы. Не видишь, рожа какая? А у нее волосы крашеные. What do they want? Don't understand. Just a moment. Не понимай. Не видели ли вы двух мальчиков на плоту? Не понимай. Иностранцы. Посмотрим, что за иностранцы. Шпрехин и Зидович. Вы повторяете ваш вопрос. Здесь не проплывали два мальчика на плоту. Плот? What does it mean? Don't understand. Что это плот? Это как лодка, четырехугольный, из бревен. А, понимаете, плот, плыть, плавать. Был, два мальчик, был. Пионер, галстук, хороший пионер. Был. Когда? Ночевал. Не эта ночь, а после этой ночи. Плот подчинял и поехал. Мальчик, please, проходите, да, проходите. Теперь уж мы наверняка их догоним, только пожрать охота. Проходите, садись. Suggest them coffee. Certainly. Coffee. Мальчик, сейчас будем пить кофе. Please. Ну, жердяй, давай поедим, дорога длинная. Ну, кому говорят, плиз-то? Please. Sit down. Давай обожрем капиталистов. Please. Кисти не загорели из-за браслетов. Браслеты оставили в гостинице, чтоб не украли. Мальчики, eat, please. Ешьте, пожалуйста. Угу.
Отдохнем минут 20. Неудобно сразу смываться. Пионер. Да, мы есть пионеры. Пионер – это хорошо. Комсомол – хорошо. International – хорошо. Притворяется буржуазия несчастная. Путешествуете? Вояж. Yes. Мы есть путешественник. Джонни. Ходить, ездить. Россия – хорошая страна. Красивая страна. Нравится вам у нас? Нравится. Очень нравится. Очень хорошо. Очень. Знаем, как нравится. Живьем бы съели нашу республику. Как там у вас лорд Керзон поживает? Лорд Керзон? Это плохо. Это совсем плохо. Лорд Керзон. Это ультиматум, Тори, империализмус. А Муссолини? Муссолини? Муссолини совсем нехорошо. Фашизмус. Коммунист, социалист убиват. Диктатур совсем нехорошо. Так почему же у вас всякие Керзаны и Муссолини проживают? Вы их долой. О, конечно, долой, Керзан долой, Муссолини долой. Вот вы их и долой. Время революции не устраивает. Революции приходят. Уж такие, как они, конечно, революцию не устроят. Кризис, безработа, война, коммунист, пролетариат, агитации, капиталист его турма. Это нехорошо, турма. Кандалы. Совсем плохо. Кандалы. Кандалы. 3 лет. Турма. 10 лет. Вы коммунистка? Oh, yes, communist. I Rumen communist. He Cuba communist. America. Yes. Куба? Куба. Капабланка. Oh, yes. Yes. Капабланка, чемпионы. Хорошо на Кубе? О, очень хорошо. Хотите земля? Хорошо. Висит на дереве? Плохо, очень плохо. Мне надо висеть, а я удирал. Здесь делегат Коминтерн. Ротфронт. Не надо, возьми! Некрасиво получилось. Все, Генка,
Непманы, буржуи, лезет со своими дурацкими идеями. Меня брюки гольф подвели. Вижу гольф, вот и подумал, что буржуи. Разве можно по штанам судить о человеке? Он же говорит, что они делегаты Коминтерна. Ведь недавно был конгресс, а мы их так бессовестно обожрали. Да, Генка отличился, набросился на бутерброды. Ну как, вкусно, а? Я один ел, да? Один. Кубинец такой веселый, а был приговорен к смертной казни. И сумел уйти от палача. И румынка ходила в кандалах. Надо было у них узнать, спросить, как обстоит дело с мировой революцией. Плот! Сенькин плот. Точно? Точно. Вот проволока моя. А этот кола Кимка притащил, из ограды вынул. Сенькин плот. Куда же они ушли? Они ушли на станцию. А может быть, в деревню? Зачем? За веревками. Хотят починить плот и плыть дальше. На такой развалине. Хорошо, поплывем в деревню. Кузьмина лодка убитого. Не может быть. Я знаю все лодки в деревне. Это лодка Кузьмина. Когда Кузьмин и Тимофей поплыли на Халзер-Луг, то Игорь и Сева были гораздо ниже, у иностранцев. А с плота они сошли еще ниже. Ничего не понимаю. Лодка еще мокрая. Какая тут деревня близко? Сукалова. Мы пойдем в деревню, а ты оставайся, стереги лодку. А вам чего? Мы из пионерского лагеря. Ищем двух ребят. Они вчера сюда приплыли на лодке. Ну, пошли. Куда? Со мной пошли. Почему их задержали? По подозрению. По какому подозрению? Соучастием. В каком соучастии? В убийстве. В убийстве товарища Кузьмина. Этого не может быть. Есть улики. Сейчас придет начальник и разберется. Добегались. Почему вас задержали? Ни в чем не виноваты. У нас развалился плот. Видим, на реке лодка беспризорная. Мы ее взяли, чтобы сюда доплыть. Она мне верит. Лодку нашли на песчаной косе? Да. Откуда ты знаешь? Знаю. Будете теперь знать, как из лагеря бегать. Вас, конечно, не следует выручать. Выкручивайтесь, как хотите. Но мы вас выручим и вернем в лагерь. Только для репутации и чести отряда. Вам, конечно, на это наплевать. Мы вас вернем в лагерь, и пусть все обсуждают ваш поступок. Встать. Садитесь. Вас, конечно, никто не обвиняет в убийстве Кузьмина. Непонятно только, как лодка Кузьмина оказалась у песчаной косы, ведь это почти 8 километров от Халзина-Луга. Вы говорите, что вы ее не отгоняли? Нет. Тогда кто же?
Мы не знаем. Если бы вы не забрали лодку с песчаной косы, нам было бы легче найти человека, который ее туда отогнал. А вы взяли ее самовольно и запутали нам следы. Мы не знали. Если вы не верите, можете спросить у товарища Свиридова. А откуда ты его знаешь? Он нас знает, и мы его знаем. Так, проверим. Дай-ка мне Москву. Каких фамилий? Как? Михаил Поляков, Геннадий Петров, Святослав Эльдаров. Знаю. Понятно. Ну, вот что, вы отпустите их. Да, отпустите, а послезавтра я приеду. Пока. Всего хорошего. Я приехал только на 1 день. Много дел в детдоме и с устройством трудовой коммуны. Какой-то странный тип. Сначала чуть нас не утопил, а теперь подмигивает, как ни в чем не бывало. Будто мы с ним старые приятели. Все это одна компания. Лодочник, графиня, Ерофеев, парни в лесу. Ничего, вот приедет наш сюда коммуна, и сразу кончатся все эти тайны мадридского двора. Что вам угодно? Будьте любезны, подойдите сюда. Слушаю вас. Я директор Московского детского дома номер 116. Разрешите узнать, кто вы? Я охраняю усадьбу. Прекрасно. Здесь будет организована детская трудовая коммуна. Я бы хотел осмотреть дом. Этот дом историческая ценность. Я на него имею охранную грамоту. Покажите. Вот. Охранная грамота. Удостоверяется, что жилой дом в бывшей усадьбе Крагаева, как представляющий историческую ценность, находится под охраной государства. Всем организациям и лицам использовать дом без особого на то разрешения воспрещается. Нарушение охранной грамоты рассматривается как порча ценного государственного имущества и карается по законам республики. Замзав уездным отделом народного образования Серов. Да, все правильно. И все равно здесь будет коммуна. Что вы тут нарисовали? Это последнее слово в живописи. Так рисуют во всех странах. Так рисовал и Маяковский. Но сейчас он так не рисует. Конечно. Теперь он стал поэтом. Сейчас он вообще больше не рисует. Нет, ты мне объясни, что значит эти кляксы? Кондрат, а что это за зверь, а? Это не зверь. Намалевал бог знает чего. А денежки-то общественные. Привет, товарищи из уезда. Как мы им такое покажем? Значит, опять все это переделывать надо. Снова расход. Большие ли тут деньги? Да хоть небольшие, а народные. Но деньги пропали. Чего ж теперь говорить? Да ради я о деньгах. Я о том, что нельзя ребятишкам такие вещи поручать.
Кондрат Степанович что? Ведь он любит малевать, это все мы знаем. Верно. А пионеры в ответе. Надо бы подойти к председателю, посоветоваться, можно ли такие вещи Кондрату Степановичу поручать. Вот. А молодые люди, они на себя понадеялись. Вот и нехорошо. А еще строили из себя политически сознательных. Собирались фашистов бить, убегали. Да вы такого натворили, что должны ходить ниже травы, тише воды. Ну ничего. Скоро будут самые характеристики. Тогда вы узнаете, какого все мнения о вас.